Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить вопросу ремонта системы слива и набора воды в унитазном бачке. В этом видео бачок у меня с нижним подключением подачи воды. Этот унитазный бачок прослужил без ремонта 6 лет, и я в него даже ни разу не заглядывал. За последние полгода я произвожу его ремонт уже второй раз. И хочу поделиться своим опытом с вами. Сначала я заметил, что вода в бачок стала очень медленно набираться, а в самом бачке появился посторонний шум и шипение. Через некоторое время сверху из-под крышки бачка стала течь вода и капать на пол. Причем это происходило в момент набора бачка водой. Как только бачок набирался, течь пропадала, и под унитазом ничего не капало. Когда я открыл бачок, я не сразу понял, в чем дело. Я начал регулировать рычажки поплавка и клапана подачи воды. Но это ничего не меняло. Также я полностью демонтировал механизм подачи воды, прочистил его, проверил все узлы. Но это также ничего не изменило. Вода плохо набиралась, а из верхнего клапана вся вода почему-то лилась в разные стороны мелкими струйками. Когда я это увидел, то понял, почему через верхнюю крышку бачка просачивалась и капала вода. Это мелкие струйки воды, которые брызгали в разные стороны от клапана. Из-за высокого давления эти струйки легко протекали через верхнюю крышку. А так как крышка не очень плотно прилегает к бачку, то через нее вода легко просачивается и течет. Дальше я разобрал сам клапан, через который вода разбрызгивалась в разные стороны, и внимательно его осмотрел. Внешне все было в порядке, однако более тщательно осмотрев резиновую мембрану в нем, я понял, в чем дело. Эта резиновая мембрана была на местах сгиба порвана. Этого не было видно в состоянии покоя, но когда вода под давлением с ней соприкасалась, то через эти щели происходила утечка. И клапан при этом работал не так, как нужно. Лучшим решением этой проблемы, конечно, будет полная замена клапана подачи воды на новый. При этом еще пару лет можно будет забыть об этой проблеме. Цена вопроса в зависимости от качества клапана лежит в диапазоне от 5 до 50 долларов. Для замены старого клапана нужно отключить воду, спустить воду в бачке, отсоединить шланг подачи воды и открутить клапан, и затем в обратной последовательности установить новый клапан. Процесс замены всего клапана простой. Самое главное — отключить воду и подставить снизу емкость для того, чтобы спустить оставшуюся жидкость из бачка. Если полностью заменить клапан нет возможности и желания, то можно заменить в клапане резиновую мембрану на новую. Цена будет до $1. Этот вариант немного сложнее реализовать, так как тут уже нужно разбирать весь клапан. А найти точно такую же мембрану, которая установлена в клапане, не так легко. Каждый производитель клапанов устанавливает мембрану своего размера и формы. Однако, если получилось найти точно такую же мембрану, то ее легко можно поменять. Для этого в моем случае было достаточно отключить воду, так как клапан находится сверху над водой у меня. Для тех, у кого клапан внизу, придется еще и воду спускать. Далее нужно открутить крышку клапана. Первоначально она может трудно откручиваться из-за того, что клапан все еще находится под давлением. Чтобы спустить лишнее давление воды, достаточно нажать на рычаг клапана. После этого крышку будет легче открутить. После того, как получилось открутить крышку, нужно аккуратно вынуть из бачка части клапана, чтобы не уронить их на дно бачка. Если части упадут на дно, то, может быть, из-за этого придется весь механизм слива разбирать. Иногда мелкие части могут завалиться под сливной механизм и заклинить его. Далее нужно изъять мембрану из клапана. Для этого чем-то тонким, например, отверткой или зубочисткой, нужно аккуратно ее подковырнуть. Нужно делать это осторожно, чтобы не порвать ее. После того, как получилось вынуть старую мембрану, на ее место можно ставить новую. Предварительно нужно очистить место установки мембраны от накопившейся грязи. Сборка клапана производится в обратной последовательности. Если на клапане есть какие-то метки и углубления, то не нужно ими пренебрегать. Они указывают на правильное положение мембраны внутри клапана,
а также на правильность установки самого клапана и крышки. Если есть возможность отсоединить рычажок от клапана, то будет легче установить клапан на свое место. После установки нужно все хорошо закрутить и установить, как и было раньше. Чтобы ничего не перепутать, желательно перед демонтажом сфотографировать, как все было установлено первоначально. Если все верно установлено, можно подключить воду к бачку. Самый недорогой вариант, который позволит временно устранить повреждения клапана, это ремонт мембраны. Если мембрана не сильно порвалась, то можно ее заклеить сильным клеем, например, суперклеем или другим клеем, который хорошо клеит резину и не боится воды. На места, где образовался надрыв, следует нанести клей, но не сильно толстым слоем. Нужно, чтобы мембрана все-таки выполняла свою функцию и была упругой. Первый раз, когда у меня вышел из строя клапан, я заклеил мембрану, и она прослужила почти полгода. Сейчас я решил ее поменять все-таки на новую, чтобы забыть об этой проблеме на более долгое время. В процессе замены мембраны я также установил дополнительно на бачок кран, для того, чтобы в случае каких-то поломок оперативно перекрывать воду в бачке. Основной кран расположен в неудобном месте, и перекрыть воду быстро не получается. Для этого я открутил шланг подачи воды, на резьбу клапана накрутил немного уплотнительной ленты, а в кран вставил резиновую прокладку. Далее кран установил на резьбу и затянул ключом. После этого шланг я подсоединил к новому крану. Далее через основной кран я подал воду на бачок и проверил, не течет ли новый кран. После всех проделанных операций бачок работает, вода набирается, лишних звуков никаких нет и ничего из бачка не капает. Если вы столкнулись с такой же проблемой и из-за клапана течет бачок сверху, то как промежуточный вариант можно эту течь приостановить на время поиска нового клапана или мембраны. Для того, чтобы вода из клапана не разбрызгивалась, я взял и сверху на бачок под крышку налепил обычную вакуумную пленку. Она хорошо прилипает к бачку и брызги воды не пропускает, так как они просто стекают обратно в бачок. На пару дней этой пленки хватит, чтобы удержать воду. Ну а потом все равно нужно ремонтировать, так как в любой момент можно затопить соседей или испортить свой ремонт. Всем спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем мира и до новых встреч!